Is this a test? No. No. Девочки и мальчики, привет всем. О, привет. Привет. По-моему, наш канал превращается в кулинарный. Но я, конечно, шучу, но вот сегодня у нас опять рецепт, который я показывала уже 2 раза. I said that I showed that recipe already. Винсент сегодня мне будет помогать. И Винсент сегодня нам будет рассказывать интересную историю, которую он вызвался рассказывать. То есть я хотела это все приготовить, он говорит, давай историю расскажу на камеру. Я говорю, ну-ка пойдем готовить вместе. I say that you told me that you're gonna say the story. Oh, story. Yeah. What story? You just told me that Which you... one? I don't know, you say you know funny story, that's why we start cook together. Oh, okay. Don't put me on the spot. Yeah. Какой видите, хулиган. Я не знаю, как свет у нас сегодня желтый, так как на улице темно, поэтому свет у нас не дневной. Наверное, у нас какие-нибудь мешки под глазами, как-нибудь там, я не знаю, освещает плохо, но неважно. Я сегодня с 2 хвостиками. Инга. Винсент говорит, я похожа на маленькую Ингу почему-то. So, мы сейчас будем делать рулеты куриные, которые, знаете, мои подписчики говорят, не надоели тебе куриные рулеты. Но я их давно не делала, поэтому буду делать опять с вами. Кто не видел, увидит. Кто видел, посмотрит еще раз. Для этого нам нужно куриные грудки, ветчина, лук, сыр. И у меня сырный соус с базиликом. No chestnut? No, not chestnut. No chestnut? Это basil. No chestnut. Yeah, we can do chestnut. Yeah, I thought you asking the can чеснок. No, chestnut. Так, и чеснок мы можем взять. Ну, это, знаете, уже зависит от вас, как вы хотите делать. Винсент gonna help me today. Винсент будет мне сегодня помогать. Он будет рассказывать историю, а я буду одновременно ее переводить. Я не буду говорить поэтапно, как я делаю этот рецепт, потому что я показывала его, да. А вот, если вам хочется посмотреть, как поэтапно, то вы можете набрать у меня на канале в поиске «Куриные рулеты» и увидите, да. Ну все, мы начинаем, короче говоря. Я буду переводить вам, одновременно Винсент будет рассказывать. So, Vincent, you ready? I'm ready. Okay. So what do you want me to do? Do you want me to cut these in half? You know how? Of course. You can do it not even in a half, you can do it in 3 pieces. It's even better. 3 pieces? Yeah. What, like thin. Real thin? Yeah, and then we can... No, don't hammer it if it's too thin. No? It might break, because it'll be thin. Okay. Короче говоря, Винсенту дают ножик. Винсент будет резать грудки вдоль. Водичку принесла. Это видео у нас будет опять в новом формате. Называется он премьер-видео. Сейчас идет видео, и одновременно вы можете писать в чат. Это новый формат видео. Называется он «Смотрим вместе». То есть я тоже сейчас с вами в чате. И если что-то, какие-то вопросы у вас, я вам отвечу обязательно в чате. То есть это новый формат. Мне он очень понравился. Я не знаю, как вам. Но давайте вместе получать удовольствие. Сейчас Винсент вымоет крутку и будет рассказывать историю, одновременно резать будет мясо. Я режу сейчас лук. Вот. Лук, чеснок. Look, onion. Итак, Винсент вымыл грудки. I think this would be enough, right like that. These are 4 of big. them. These are big. Yeah. Yeah. It was 6? Okay, Yeah. let's do 3. Из 3 грудок мы можем получить 6 рулетиков, а можем получить 9. То есть, если мы разрежем на 3 части вдоль, то у нас получится из каждой грудки 3 рулетика. Do it in 3 pieces. Okay. Can you do that? Okay. Винсент очень осторожно режет грудки, так как мама ему дала задание разрезать каждую грудку на 3 части. А это задание не из легких. Нужно быть таким ювелиром, чтобы это все разрезать без дырочек.
The best job. Вы посмотрите, какой ювелир. Я никак не ожидала, что он сможет это сделать. Я думала, ой. What? No, you're going down. Okay, I see. Look at you. I cannot believe it. Итак, у нас будет 9 рулетиков. Ta-da! Чеснок. Okay, baby. Take another one. Вот. Винсент у меня будет резать чеснок, а я буду резать лук. Okay, are you ready to make that story, to tell us that story? Tell the story. Я не знаю даже, что он будет рассказывать. I even don't know what you're gonna say. Oh, okay. I thought you were going to forget about it. No. Я надеялась, что ты забудешь. Well, you know, while Robert was over here with Denise this last Да. Он говорит, помнишь, ну, говорит, у меня сестра приезжала с Робертом, с мужем в прошлое воскресенье. Я говорю, да. that many years ago when I was still in high school, my sister used to work, because she's older than me, she used to work for this hospital called Rockland State Hospital. Он говорит, много лет назад, говорит, сестра, она же меня старше, когда я был, говорит, в школе, она работала в госпитале. And it used to be a huge army base at one time. И он говорит, раньше в этой больнице была как бы станция для армии, то есть армия station. It went for miles and miles. It was like 20 miles in diameter all the way around. Говорит, была диаметром где-то 20 миль, говорит, очень большой, говорит, бейс для армии. Ага. And they had these really cool underground bunkers with grass on top of them where they used to keep the tanks. And they had underground tunnels. They had 2 tunnels. One was a main service tunnel, and another one was a sub-tunnel. And they were used, the sub-tunnels were used in case of a nuclear war. Он говорит, и там в земле, говорит, очень много было таких туннелей, говорит, окопов, там, где они танки прятали, говорит, и все такое. То есть, говорит, и очень много было подземных таких, как подземных убежищ, если на случай того, что если будет атомная война. Ага. So all these buildings, they had their own power plants, they had their own farms, they had their own water wells. It was all self-sufficient, the whole place. То есть это место имело полностью свое снабжение воды, свое снабжение электричества, все как бы было все абсолютно свое там у них. Well, after World War II, they changed that whole facility, which is a very huge facility. Matter of fact, they had their own train station. После Второй мировой войны они поменяли полностью все, что это было. И, кстати, у них даже был своя станция поезд, train station. And they changed the whole place from an army base into a psychiatric hospital. И они поменяли, короче, все это место полностью в психушку. For the insane. Психбольницу для сумасшедших. So, that whole place had crazy people in it. Он говорит, целое место стало сумасшедших людей. Well, when I was in high school, at the end of for summer vacation, my sister got me a job over there for summer help. That's where they used to have the kids that were in high school, if they wanted to learn a trade or just go have a nice job for the Короче говоря, когда были каникулы, его сестра устроила туда работать на каникулы, чтобы подзаработать денег, в общем. So my job, where I ended up, I was an electrician's helper. Он говорит, моя работа заключалась в том, чтобы я помогал электрикам. And after the first year, because I went back there the next year, they made me into a basic, what they call tier 1 electrician. Короче говоря, после одного года, я когда пришел туда на работу, также летом, меня назначили электриком какого-то первого уровня или первого левела, ну, в общем. And in that I got my own
keys, which were, И у меня были свои ключи, говорит. and the keys were like a bundle like this. They Говорит, had, вот такой прям связка ключей была. and they had this one master key. It was huge. It was И, like говорит, один this. ключ был вот такой большой. It was an old, remember skeleton keys? Do you know the Yeah. skeleton key? Он говорит, помнишь That's what it такие, was. говорит, It was this- скелетоновые ключи? Ну, помните такой ключ, ну, как, наверное, в золотом ключике. And these keys would get you into all the wards where the place would branch off. It was like shaped like a diamond almost. And each ward would be different, like male reception, woman reception, children, and there would be different buildings all the way around like that with different levels of criminally insane people. Короче говоря, этим ключом вы могли открыть, мог открыть, говорит, департамент для женщин, для мужчин, для детей. И говорит, ну, в общем, очень много for that's all this all where it was only insane people. Yeah, this whole place was Like insane. women insane. They had women, Все они были insane, сумасшедшие. men. They had they had criminally insane that would kill people. Даже криминальные вот эти insane. сумасшедшие, которые убили как бы людей. There were thousands of them because this Говорит, place went for тысячи miles, были, thousands тысячи. of them. Well, anyhow, what my thing was that it was an old building. You got to understand, this building was made probably in the 1920s or even Он говорит, earlier. это здание было построено где-то в 20-м году. And that's why it had the skeleton key. Поэтому у них такие были ключи. Well, my job was when I got in the morning, there'd be a bunch of repair orders Моя работа, я приходила утром. from either changing light bulbs to fixing light switches. Короче говоря, вот такая кипа бумаг его ждала, и там было написано, что нужно починить. Свет, там какой-то, может, кондиционер или что-то Very, еще. very simple stuff for someone to do. Очень простое, ну что-то очень простое для школьников. But I would get my repair orders and I would see which buildings, because you try to line up all И the он говорит, я buildings. брал бумагу, смотрел, куда мне надо идти. Because you had a lot of buildings in the place. The place was to figure 20 miles, square miles, so it was huge. And you would line up all the buildings for that day that you could get to. And what you did was, once you got there, you go inside, you go down where these big wards are. That's where they kept all the insane people. And they had attendants in there. It's a big wooden door. It was about this thick. Big wooden door like this. With a little peephole about that big. So you could see before you go in. How you got there? I didn't see. I didn't hear. How you got there? How do I get there? You got the order and go where? Yeah, I go to the building. Yeah. I look at it, it says where to go on which building. So I go there, and when you walk in, it goes like a diamond. Each building was shaped like a diamond, and you would have to see which ward that you had to go to. And of course, a whole bunch of administrating people there. But each ward was at the end of the diamond. The center hub was the offices. Yeah. So you go in, you look to see which ward you had to go to, and you would walk down this hallway, then you come to this big wooden door. Говорит, короче, я посмотрел, куда мне надо идти. Говорит, каждое отделение было вот так расположено, а в центре была администрация. Он говорит, я посмотрел, куда, и я подхожу к огромной деревянной двери. And you get the skeleton key, because this door was an old door. Золотой ключик. You put it in, and you start turning it. You got to look, because they have that little window, and you look А он to говорит, see. ты открываешь, одновременно должен смотреть в окошечко. Because all the crazy people, they would walk around like zombies, like Он this. говорит, сумасшедшие люди ходили вот так, как They'd be будто like this. зомби. As soon as they hear the key go in the door, Как только они слышали, что ключ открывает, they all start walking just like и они, говорит, zombies. все They all начинали start подходить к walking двери, to как the зомби. door. Oh, like this, walking to the Это door. so scary. Yeah. Я говорю, наверное, страшно было. So when you got it open, I kept this pole with me that you used to unscrew light bulbs like they see me do, but it was a big wooden one. I used to keep it with me. So as soon as I opened up the door, I would, get back, get them back Он like говорит, у this. меня была такая палка, которая, говорит, я доставала лампочки. И он говорит, они только подходили, я, говорит, ей вот так вот их отгонял. Yeah, and as soon as you get in, you lock the door behind you, and you go from there. You walk through this big hall, big room, ceilings 40 feet high. Как только, говорит, заходил туда, сразу за собой нужно было дверь закрыть, и идешь, говорит, потолок был 40 фут, то есть, я не знаю, это сколько, это вот как, наверное, третий этаж. Then it goes, you see a hallway. You go down this hallway,
and all the administrators would be there, all the ones that would watch the insane people. They were all dressed in white. They were usually big, strong guys. Проходишь мимо администрации, они все в белом, говорит, такие, говорит, огромные мужики. And you would tell them what you were there for. You show them the repair order. Показываешь им бумагу, что тебе надо сделать. And they would have to sign off because они должны подписать. Sign off, then they would have to get all the insane out of wherever you had to be. Потом они должны пойти в то место, где я должен работать, и отогнать всех вот этих сумасшедших оттуда. Now, we had a problem with a light switch in the hallway. И у нас, говорит, была проблема как раз в этот раз, выключатель не работал в холле. And where the administrators were, and we called them tenants, the guys who were big and strong. I had to lock the door that was behind me when I came in, because when you go in there, the main hallway where all they were, you got to make sure they don't go down that hallway, right? So you lock that, and you tell the короче говоря, закрываешь за собой дверь. And you tell the administrator, make sure, because right down there, right off to the side, is a big shower room. And you tell the attendants, make sure there's nobody here, because I have to open up the fuse panel. Да. И он говорит, короче говоря, и обязательно этим мужикам в белом все время говоришь, сделайте, ну, то есть убедитесь, что в душе никого нет, потому что там, где я должен был работать, там огромный был душ, и мне нужно было открыть панель, где, говорит, электричество, все. So at this one time, I did that. Один раз. And the attendant looked around, he said, okay, it's okay to work. Один раз мужик этот в белом посмотрел везде, говорит, все нормально, никого нет. So I opened up the fuse panel. И он говорит, я открываю, говорит, электрическую коробку. Now in the fuse panel, you got a whole row of these 30-amp fuses, like this. Когда открываешь, там, говорит, такие несколько рядов, и говорит, вот этих выключателей. And they all unscrew. These are the old style fuses. You have to unscrew and put a brass piece in there. Then you put the thing on, and you got to screw them back together. Надо открутить их, потом положить что-то там, поместить брас и закрутить. At the top, at the very top that you don't touch, is this huge fuse about this big, huge. Он говорит, а наверху огромный выключатель такой, который нельзя трогать. 20,000 volts. 20 тысяч вольт. Right? So you got to be very careful of that. So here I am, I open this up, I go to the end of the hallway where the light switch is. Говорит, и пошел, говорит, в конец коридора, чтобы там выключить. Because I'm checking to see which fuse, the 30-amp fuse, to shut off, so I could work on that light switch. Нужно отключить. And all of a sudden, out of nowhere, и откуда ни возьмись, непонятно откуда. This big retard, огромный сумасшедший, completely naked, because he was in the shower. Абсолютно голый, потому что он был в душе. He was in the shower, soaking wet. Comes flying around and sees the fuse panel. Абсолютно мокрый, говорит, подбежал и увидел открытую вот эту вот панель. Now here I am down the hallway. И я, говорит, там, говорит, в конце коридора. And I'm screaming at him. И я, говорит, ору ему. Get away from the fuse box. Убегай, уходи оттуда. Но он, говорит, абсолютно мокрый, говорит, ему только подойти. And I'm screaming for the attendant. И я, говорит, кричу этим мужикам в белом, говорит, подойдите. This guy makes a funny face. He goes, and he pees. Right into the fuse box. Он, говорит, этот мужик сделал, говорит, ужасное лицо, заорал и начал писать, говорит, прямо на панель. All I seen was a huge lightning bolt. Он говорит, я видел, говорит, так, все, взрывы. Right into his dick. Он, говорит, прямо в его член. And boom! It exploded. They went flying up against the wall. Просто взорвалось. And knocked them up against almost to the ceiling. О май гад! И говорит, его отбросило почти к потолку. Then he went down on the ground. Потом он упал на пол. And smoke coming out of his penis. И говорит, дым пошел из его члена. Never in my life ever So he died? He was out. I don't know if he died, but he wasn't moving. Я говорю, он умер. Он говорит, я не думаю, что он умер, но он, говорит, не двигался. The tenants come running over. Он говорит, мужики эти подбежали. Give him, pounding on his chest, trying to get him going. Говорит, его откачивать. They picked him up and brought him into where the bedrooms are. Where he was. And then, of course, I got yelled at, and I got trouble for it. И потом, говорит, конечно, на меня заорали, говорит. Yeah. Well, but it wasn't your fault. No, of course not. I gave the paper to them. They signed off. Это же не было твоей. They were supposed to have them all out. Я, говорит, попросил их, чтобы они посмотрели, а они плохо посмотрели. So, did they fire you? No, I got in trouble for it though. Я, говорю, тебя уволили, он говорит, even though I did everything right. Even though I did everything right. И даже, говорит, я все сделал правильно, говорит, неприятности были. Those tenants over there,
They were very lazy. А он говорит, Very эти мужики, lazy. они были очень, говорит, ленивые там, которые Very работали. lazy. So, did you see any funny stories about this crazy ones? Я говорю, ты видел какие-нибудь смешные истории? Well, there was other stories when I went there. I also had a problem one time. Now, where they sleep too. When you go down the hallways, you know, the hallway had a ceiling not too high, but then it would go to another part of the building where they all slept. Was the dorm part of it. Same thing. You had a big key to get in. Один раз я, говорит, зашел там, где они спали, говорит, открыл ключом дверь. And once you open up the key, all the retards that were in there would be walking around like this. Говорит, и все они вот так ходят там. And then, of course, they hear it open. They all go to the Естественно, они door. слышали, как я открыл дверь, и все ко мне начали подходить. So you got to get in there, shut the door behind you. And usually there was Надо было закрыть дверь за собой. a attendant that watched them. That had a little Обычно room. там, говорит, эти мужики в белых халатах, они ходили там. And you would walk over to that, get in touch with them, tell them that all these retards have to get out of that И, room. говорит, они должны были, как я только пришел, они должны были их сразу отодвинуть в другое место, чтобы я мог работать. Now again, the ceiling about 45 feet Опять, говорит, я tall. напоминаю, что потолки были 45 или 40 фут. And they had always a little area right where his room was, the tenant's room, where we stored the ladder, which was a huge, and it was very heavy. Там была маленькая комната, где вот эти Very мужики в белых халатах, говорит, сидели, и мы там, говорит, хранили лестницу, которая тоже была очень огромная, чтобы достать It до was an потолка. A-frame ladder. It was a big Да, A-frame он ladder. говорит, как буквой «Э». And talk about trying to set that thing up by yourself was Да, very он heavy. говорит, самому было Very, ее very heavy. установить очень тяжело. So this tenant, he got everybody out, he locked the door behind him, and he took off. Я, говорит, короче, он всех выгнал, закрыл, говорит, дверь, говорит, за мной, чтобы я работал. So here, I got this ladder finally Я, set up. говорит, я, говорит, поставил эту лестницу. I got my box of light bulbs because Говорит, со мной the была lights were... коробка, в которой были эти лампочки. The light bulbs were in this huge, old-fashioned like light that hung down that you have to unscrew each side and take the bulb down. And inside were 2 or 3 huge light bulbs. Короче, They were какая-то huge. They were старинная like была this такая big. абажур старинный, где нужно было открутить, снять и поместить эти лампочки. And the light bulbs were huge. Вот такие были, говорит, Huge. лампочки. There'd be like 3 of them in there. So you bring up your box of lights, and I'm all the way at the top of the ladder. And I'm getting ready. I unscrew the first one. I put it into my thing. Put the bulb in. And out of nowhere, this one retard was hiding under his bed. Он говорит, я начал менять, говорит, эти лампочки, и говорит, ниоткуда не возьмись, из-под кровати, говорит, вот вылезает сумасшедший. And he gets out, and of course they're naked. Something about retards, they don't like to have Он clothes. говорит, и почему-то они всегда, don't говорит, like to have голые. clothes Он on. говорит, и почему-то эти сумасшедшие не любят одежду. И он тоже оказался голый. And the funny thing is, they're always very big. И они все огромные. Yeah, really strange. Well, he gets up and he sees me on the ladder. He starts making this groaning noise, like И он говорит, он увидел меня на лестнице и начал вот так like орать. this. Well, he takes a big poop on the floor, Он говорит, и он насрал на пол. like diarrhea, and he picks Он it up. говорит, понос. And here I am on top of this ladder, and I see him. I'm going, don't you do it, don't you do it. And he throws it at me like this. И он говорит, я вижу, что он руками это поднял. Я говорю, ору, не делай этого, не делай этого. Он начал в меня кидать. And I turn around and I see on the wall this dot, 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 and it stops. We're hit dot, 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 dot. I got poop all over my И он говорит, я смотрю, говорит, на стену, и там, говорит, прям вот так вот было говно, 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 потом, говорит, чисто, и потом опять говно. Короче, говорит, у меня вся спина была, говорит, в говне. Oh, it was bad. Oh, God. And I'm screaming again for the tenant. И опять ору этим мужикам, говорит, But в he халате. left. А он, говорит, ушел left. уже. So I'm screaming. So this retard, he starts coming over to the ladder. And he gets over to the ladder and he starts shaking И it. он подошел, говорит, к лестнице и начал, говорит, вот эту лестницу шевелить, а я, говорит, на самом верху. Like, grab onto the light because it has a pole. I'm the whole И он thing. говорит, I'm я like, держусь за это, на котором абажур "Oh!" висел, за эту штуку, говорит, чтобы не упасть. And I'm screaming and I'm И screaming. я, говорит, ору, говорит, этим. Finally, the tenant comes to the door and he looks and he sees what's going on. He screams for more help because this guy was big. Ага, и, короче, этот мужик прибежал в белом халате и начал кричать еще кому-то And if they don't- до помощи. If they know if the ladder goes down, I'm gonna have serious. I'd break a bone or Он break a говорит, leg. я This не is a знаю, если сейчас, long говорит, way упадет down. лестницу, это я, говорит, упаду, я все переломаю себе. So
he opens up the door and 3 attendants with big sticks, white sticks, come in. They go running up to him and just whacking him like И он this. говорит, и потом 3 мужика, говорит, забежали с такими, говорит, огромными палками и начали его, говорит, колотить. They whack him in the back of the legs, and he bends over, they grab him, they throw him on the ground, and they get him out of the way. But that was crazy. Oh, it was scary. It was scary. So, вот так вот такие истории у Винсента у меня в сумасшедшем доме. Итак, мы продолжаем готовить. У нас, значит, нарезан лук и нарезан чеснок. Винсент делает очень мелко. Чесночок. Yep. But that's the stories. I have a lot more, but one at a time. Он говорит, много еще у меня историй, но говорит, в следующий раз расскажу. It was a very interesting place to work. I really loved it. Очень интересно было там работать. Мне на самом деле нравилось, говорит, там. Вообще. Very interesting. Okay. So, I'm going to... Короче говоря, я разогреваю сковородку, потому что я не знала, сколько он будет рассказывать эту историю. Okay. Okay. Vincent, I need you to do cheese. Cheese? Yeah. Нам нужно потереть сыр. Вот у меня сыр швейцарский, этот Swiss cheese. И у меня еще сыр есть. Oh, it's all starting to get a little hard up there. И есть еще сыр Романо тоже. Это все надо потереть. А это чеснок у нас. Yeah, so do you want this, the Romano grated? Yeah, grated. And this grated too? Yes. Okay. So I'm going to give you a plate. Так что вот такая вот история. Сейчас Винсент у нас будет тереть сыр. Видите, какой он у меня поваренок. Очень красивый. Мой милый винюшонок. Бусинка моя. Бусинка. Белочка. Белочка. Малышка. You're a little белочка. Я белочка, а ты бусинка. На раскаленную сковородочку мы опускаем лучок и жарим до золотистого состояния или до золотистой корочки. Как вы хотите сказать, так и говорите. Vincent, do you like chicken rolls? Yeah, I like chicken rolls. Yeah. So we're gonna make chicken rolls today without spinach. Without spinach. Yes. Иногда я делаю куриные рулеты с грибами, иногда со шпинатом, иногда там, я не знаю, что там можно. Сегодня у меня будут просто с сыром и ветчиной. So where that we doing that for? What do you think? Well, you want to glaze them, right? Yeah, it's for sauce. Sauce, yeah. Да. Мы жарим лук сегодня для соуса. То есть я этот лук буду соединять с сырным соусом, который с базиликом. You want to glaze them. You want to get them a little dark. You get like caramelly taste. Он говорит, нужно, говорит, их пожарить, чтобы, говорит, темноватый такой был лук. So, Винюша, what we're gonna do with you for Christmas? Tell me, what is your thought? Я говорю, как ты думаешь, что мы будем делать на Рождество? Christmas? Yes. We didn't even get to Halloween yet. Thanksgiving. Yeah. Он говорит, мы еще не дошли даже до Хэллоуина, ты, говорит, спрашиваешь на Рождество. No, what do you think right now? Oh, we'll have our Christmas party, I guess. Yeah? You want it? Yeah. Okay. We'll get some people over and have a good time, like we always do on Christmas. So
So is any more stories from you? Well, I have quite a few from the Rockland State Hospital because I worked there for summer help for at least, let's see, so it was 16, 17, 18, 19. That was it because it was I couldn't do it anymore. I worked there for 3 years. Он говорит, я в этой больнице работал, говорит, 3 года. 3 summers. How much did they pay you? Сколько тебе платили? It was a good job. Он говорит, это была хорошая работа, платили хорошо. Well, you figure back then, that was 1970s. Это, говорит, было 1970-е. So, what sister did in the hospital? huh? What Denise did in the She hospital? was a receptionist. А я говорю, что у тебя сестра там делала? Она, говорит, была My sister Linda worked there too. receptionist. And she was a receptionist too, Yeah. typist, Говорит, вторая сестра там тоже работала. took notes from her boss. So that people scare like crazy people, they were scary. Yeah, some of them were. Я говорю, сумасшедшие они были вообще? Говорит, ну страшно было от них. Он говорит, да, некоторые были, да. You gotta understand that in male reception, where they kept most of the heavy Male reception, where they kept most of the heavy, retarded people, they always were very big, very tall, very huge Ты people. должна понять, что, говорит, люди, которые работали там, говорит, в администрации, говорит, Their heads were like stretched. и они, говорит, они были очень сильные, чтобы их скрутить. У сумасшедших, говорит, голова была вот такая, говорит, продольная. Why their head was stretched like that? I don't know. They were just retarded. They were like deformed, very deformed, and they were always very big. Он говорит, я не знаю, почему были такие головы, но были очень деформированные какие-то. Tall, very tall, big, huge. Like they were just abnormal. And they always, 90% of them were naked. You couldn't keep clothes on. The tenants would always try to put the clothes on. 90% из них были всегда голые. They would always И fight говорит, them. все время, говорит, вот эти мужики в белых халатах, я их называю, говорит, все время пытались на них одеть одежду, и они все время, говорит, воевали, прям, говорит, за это. A lot of times, if you went past the showers, they would always sit underneath the water, sit and let the water. Он говорит, часто, говорит, когда проходил мимо душа, они, говорит, сидели, говорит, на полу под душем. Very strange. Очень странные, говорит. And they would walk like zombies. I swear that's where they got it from. Ходили как They зомби. walk like zombies. Наверное, говорит, оттуда, говорит, зомби-то и придумали. Yeah. I got bit by one of them. Он говорит, меня один укусил даже. Really? Yeah, I went into female reception where Он they говорит, я kept all зашел, the там две females. женщины сумасшедшие. And it was this old black lady that was in a Говорит, wheelchair. черная женщина, говорит, на инвалидной коляске. And she was in a wheelchair, and she would just about, they had her hands like this, down, like tied down to on top of the wheelchair. And she would sit there, and I came in, and I walked by her, and I walked by pretty close to her. She turned her head, and she bit me right in the arm. Она говорит, я мимо нее проходила, и она, говорит, переповернулась, говорит, и очень быстро, говорит, и меня взяла, укусила, говорит, за руку. Я очень, говорит, близко к ней проходил. Wow. It was painful? Yeah. Да, говорю, я было больно, да. And after she bit me, she was going, А он говорит, и когда она меня укусила, она начала вот так говорить. she's going nuts. Yeah, it wasn't pleasant. So is your father went there? No? Your mother? Actually, my father, after he sold his business, he wanted to go there for at least less than 10 years because then you could get retirement from there. He was work there? Yeah, he worked there in transportation. Короче, отец у него, когда, говорит, продал свой бизнес, он, говорит, пошел туда работать, но он работал, говорит, водителем. He was like driver? No, he was dispatcher. Он диспетчером был в транспортной компании там. What kind of business he sold? Я говорю, какой бизнес он продал? He had at one time a small delicatessen. У него, говорит, одно время был магазинчик, говорит, деликатесов, говорит. Yeah. What did what they sell in there? Well, they had a huge bar top where people would sit on one side. They made hamburgers and French fries and pizza, and they had coleslaw and hot dogs.
and all that stuff. Then on the other side, they had a small area where you could buy candies and cards and stuff like говорит, с that. одной стороны, говорит, там пицца, были гамбургеры, френч-фрай, с другой стороны, там были конфеты и что-то там еще. Yeah. Ну, ясно. Как. It did good for a while when the school was there. They had a Он big говорит, у него school. хорошо шел бизнес, пока там школа, говорит, была. А потом они школу эту, видимо, they moved school. Yeah, they tore it down and they moved the school. Потом они школу сломали и передвинули в другое место. And they used to have a lot of old timers that used to, before they went to work, they would go there to have coffee and eggs, because they made scrambled eggs. Really good food. Actually, I really liked it. It was all, but none of this fake egg stuff like the stuff you see in the cartons. Yeah. It was all good food. Really good food. Nice. At Rockland State, they also had some retards that weren't too bad. They were retarded, but they weren't too bad. They let them out where they could go and roam outside of their facility. Некоторые сумасшедшие не были в таком плохом состоянии, и им, говорит, разрешали там выходить на улицу, гулять. Yep, and they had their own police force. They У had них, their own говорит, была fire. своя даже полицейская станция полицейская. Yep, and they had their own fire department. Даже, говорит, своя была пожарная. And it was a big gate, big huge gate that would go around the whole facility. И, говорит, был огромный забор сделан вокруг этой территории, и у заборов стояли эти, как их, не на сторожа, а как они называют, security, короче. I always said to my dad, I said, if there was a nuclear war, the only ones that would survive were the retards, because they had the fallout shelters. They'd go down in the tunnel. Я все время говорил отцу, если будет, говорит, атомная война, единственное, кто, говорит, выживет, это, говорит, сумасшедшие, потому что у них, говорит, просто есть все для того, чтобы спрятаться. Yeah, they'll be the only ones roaming the streets. Он говорит, они, говорит, будут одни только по улицам потом ходить. Теперь мы добавляем сюда чесночок. И мы сюда добавляем сейчас сырный соус с базиликом. Главное, это мой рецепт. Я начала готовить, а Винсент, короче, взял у меня все вилки, ложки и готовит сам. Но это очень хорошо, потому что я более талантливая снимать видео. Вот так вот получается у нас такой соус для наших рулетиков. Сейчас, Винсент, do you wanna make a rolls too? Because you never made them before. Я хочешь рулетики тоже делать? Ты же никогда их не делал. I'll watch you do it. Он говорит, я буду смотреть, как ты делаешь. We're gonna do together. I'll watch you. Он говорит, я посмотрю, говорит, на тебя. You're better at it. Итак, девочки и мальчики, пока Винсент там колдует над соусом, я буду делать рулетики. И заметьте, я не солю рулетики. Почему? Потому что, как вы заметили, здесь очень много сыра, а сыр соленый, и ветчина тоже соленая, поэтому рулетики абсолютно солить не нужно. Абсолютно. Вот. Короче говоря, у меня уже нарезанная ветчина, да, вот такими вот тоненькими слоями, да, и я буду брать, у меня, значит, вот такая формочка. Я даже думаю, что формочка слишком мала, наверное. Видите, какая маленькая. У нас 9 рулетиков. Не знаю, уместится ли. 4. Ну, наверное, уместится. Ничего. Вот. И я буду, значит, это делать вот так. Так вот ветчину я кладу сюда. Значит, кучку сыра. Так, у меня есть такие... Где у меня... Did you see little boxes with toothpicks? Look here. Where? They were in here last time I seen them. Yeah, right there. У меня есть коробочка такая с зубочистками. Что я делаю? Я заворачиваю. Вот так. Вот. И, конечно, для того, чтобы они не развалились, я беру зубочисточку и протыкаю. Вот такой рулетик у меня будет. Вот один рулетик уже готов. Можно 2 зубочисточки, если вы видите, что
очень слабо. Вот. Oh, look how nice those. Yes. I wonder who cut those. Made it perfect. Говорит, ой, говорит, как хорошо. Говорит, я говорит, думаю, кто так нарезал красиво эти грудки. Вот, беру, значит, кучку такую вот с сыром и заворачиваю очень быстренько. But you're not using both cheeses. It's okay. Okay. I'm gonna let you try do this So you too. want me to mix that cheese up a little bit? Yeah, you can. Because Он you- говорит, да, я перемешаю, говорит, 2 сыра. Yeah, you're not using Вот. both cheeses. Вот еще. И, в общем-то, я вам хочу сказать, очень все просто делается. Просто видео само по себе, мы болтаем тут, и вам кажется, а так это все долго, да? Но на самом деле это очень быстрый рецепт. И если к вам приходят гости, и вот вам сейчас надо что-то придумать, просто идеальный вариант. Надо мной смеялись на канале, говорили, что ты кроме рулетиков вообще что-то умеешь готовить. Конечно, умею, но рулетики я люблю по их простоте и по их вкусу. Рулетики очень часто у меня выигрывают. Вот. Хотя, честно говоря, месяца 4, наверное, я их не готовила, поэтому не могу сказать, что вот я на одних рулетах живу. Вот. Такие вот рулетики. Сейчас Винсент продолжит. Ну что, давайте посмотрим, как Винсент у нас это делает. Как он эти рулетики у нас укладывает. So you put cheese. Видите, как он аккуратненько все. That's enough. A little bit down to the end. Hey, I'm doing this one. Я говорю, немножко, я говорю, много. Он говорит, эй, я делаю, не учи меня. Не указывай. Oops, stuck. Вот. Oh, look at that. Ну, кстати, неважно, как у вас они получаются. Они будут вкусными в любом случае. Вот. Чем меньше вы положите начинку, тем они плотнее, конечно, скрутятся. Вот. Ну, вот так. Yeah. No. Put like that. Oh, special. Yeah. You want me to make another one? Yep. Забыли сделать, мы кладем эти рулеты на сухой противень. Я говорю, Винсент, нам нужно положить немножко соуса под низ. И вот что мы сейчас будем делать. Сейчас он немножко польет соуса. Окей. Вот у нас рулетики, видите, теперь на сырном соусе с луком и с чесноком. Очень вкусные. So we need to put Yeah, you do that some on top, but you need another plate. No, we can put sauce on the top and put again. Really? You like doing that? Yeah. Okay. You can do that. I don't. So I like it to cook even. No, it's fine. Why you do that? Because, No, like that. why you want to do it like Because that? it's very nice. They look like that. Oh, okay. It's gonna be very hard to Roll? roll. Yes. Okay, we'll try it. And you need to roll. Just put little bit on the middle because that's why it's hard to roll. It's not hard for me. No. No. Do how I say. Do you? Let me do that. Let me show you how. No, Go I don't ahead. know. Do it. What, do you want me to take some out of there? I can't. No. Here. Good. Stab it. Stab it again. I'll use less cheese next time for you. Yeah, Okay? that's what I say. You use too much cheese. Okay. Well, my first time. Вот такая вот у нас, девочки и мальчики, семейная идиллия. Мы что-нибудь готовим вместе, он мне что-нибудь рассказывает. Очень часто я не снимаю. Но он вот тут вот прям говорит, давай, говорит, расскажу твоим подписчикам, говорит, про историю с сумасшедшим домом. Я сама первый раз слышала, честно говоря.
Вот. Очень часто он повторяет одну историю. Опять и опять. Вы можете эти рулетики кушать с картошечкой, вы можете эти рулетики кушать просто с салатиком. Или просто кушать без всего, в принципе, а не с соусом. В принципе, я вам хочу сказать, это такое диетическое блюдо. Ну, конечно, есть сыр, есть ветчина, но если вы скушаете один рулетик, там, знаете, с огромным количеством салата, то вы не поправитесь. Вот. What's огромный? Огромный, that mean huge. Oh, огромный, that's right, huge. Yeah. I remember. Wait, right here? The last one. See how right here. See how perfect that is? Yes. Who did that? You. Of course. Not you. You. Говорит, смотри, как я хорошо нарезал. И, в общем-то, из 3 грудок у нас получился огромное блюдо. 9 рулетов. Представляете? Вот. Всего 3 грудки. Так как соуса у нас оказалось чуть-чуть маловато, что мы сделали? Мы добавили немножко водички. И сейчас мы его опять подогреем, знаете, доведем до кипения. И у нас будет немножко он такой более жидковатый, чтобы полить все рулеты. Вот этим соусом будет намного лучше. Винсент сделал очень густой соус до этого. Вот. Что я сделала, я сейчас вам покажу. У меня в баночке было очень много, и я добавила в баночку водички. Вот так вот, знаете, взболтала и вылила все сюда. И поэтому у нас вот получился такой идеальный соус с Винсентом. Вот у меня Винсент принял опять шефство. И сейчас мы, в принципе... I think it's enough. We can already put... What do you think? Yeah, well, yeah. Do you want to cook it a little bit, or is it just going to get? We're Yeah. going to put it in there anyhow, right? Yeah. Okay, you think it's too watery, or it's just? No, it's not. That's good. Okay, you're the boss. Ну вот, у нас готов соус. И мы с Винсентом сейчас добавим соус в это блюдо, в этот стеклянный подносик. Все время переживаю, что я назову как-то не так вещь, и мне будут кричать, что вот ты не знаешь русского, не знаешь русский. Но на самом деле у меня очень часто вылетают слова из головы. Очень часто я как-то, знаете, думаю, что знаю слово, а не могу его вспомнить. Вот, поэтому простите меня за мои ляпы, если вы можете. Так вот Винсент у нас, видите, какое красивое блюдо сделал. Is that enough? Is that enough, baby? Now you put cheese on top. Ну и, конечно, сверху мы посыпаем это все сыром. У нас вообще сырная семья, и я согласна, конечно, сейчас, я знаю, напишите, но сыра очень много, и это очень жирное, очень калорийное. Я честно вам скажу, это не часто у меня готовится. Вот вчера приходили ребята, я приготовила такое очень калорийное блюдо и сегодня. Но в основном я вообще кушаю рыбу, салаты. Вот, ну, Винсент захотел рулетиков, поэтому мы их сегодня делаем. Устанавливаем где-то, если по Цельсию, где-то на 200 градусов. Я думаю, на 30 минут, на 35 минут, где-то вот так вот достаточно. Если по Фаренгейту, то на 400 градусов, тоже на 35 минут. Вот. So now you're preparing stove for 400 degrees. Right. Ну вот, я поставила эту плиту на 400 градусов, она будет у меня разогреваться, и потом будет пищать, говоря о том, что она уже разогрелась, и мы ставим вот это вот все безобразие в духовку. Ну что, наша плита показывает, что в ней 400 градусов, не плита, а наша духовка. Это наш винюшонок, маленькая бусинка. И он сейчас будет
Та-да-да-да! How you do? Та-да-да-да! Шикарно. Будем ждать, какой красоты придет к нам этот герой. И сейчас я буду устанавливать таймер на 35 минут. I'm gonna put 35 minutes, baby. Окей, Винсент пошел читать книжку. И когда нам духовка запищит, закричит «готово», мы придем и вытащим. Вот, посмотрите, видите, она у нас, можно сказать, оживает, курочка наша. Ну что, вот, видите, показывает нам плита, духовочка. Забирайте свою вкуснятину. Винсент у меня в перчаточках достает вкусняшечку. Вот такая вот красота, девочки и мальчики. Ну, конечно, нам нужно подождать, чтобы она подостыла. Ну вот, красиво. Винсент, are you hungry? Yeah, looks good. Let's eat. Ага. Gotta let it sit for a while. Да, It's too сейчас hot. вот мы поместили сюда, видите, она еще до сих пор, как говорится, дышит этим горячим воздухом. Ой, вкусно. Ну, минут через 15 начнем кушать. Ну что, девочки и мальчики, кульминационный момент. Кульминационный. Так, Винсент у нас берет очень вкусненький ролл. Ой. Тарелочки с курочкой. Я салат себе кладу сюда на одну тарелку, а Винсент у меня кладет тарелку отдельно в тарелочку, в эту круглую миску. Он будет пить у нас красное вино. Это все, что осталось у него, бедняжки. That's all you have? No, I got another bottle. А, вот еще есть. Как всегда, мы снимаем пробу с помощью Винсента. Вот он нарезает. Yeah? Oh yeah. So That's this really is cool. why, because it's you cooked, Oh yeah. because you cut, you made the rolls. The rolls are perfect. Yeah? The chicken is the right size. Perfectly cut. Говорит, идеально порезано. Вот такая вот красота у Винсента. Девочки и мальчики, спасибо вам огромное за ваше общение вот в таком формате премьер-видео. Мне очень нравятся эти форматы, и в данный момент мы сейчас с вами только что посмотрели вместе само видео, пообщались. Мне на самом деле очень нравится. Хотя я сейчас в данный момент записываю до того, как мы будем смотреть, но я уверена, будет очень интересно. Спасибо вам большое. Напишите мне, нравится ли вам формат такого видео. Ну и конечно, на кусочек я съем при вас. Вкуснятина, правда, неимоверная. Винсент не обманул. Ну, вы знаете, что Винсент не обманет. Мясо не понравилось, так он сказал,
That's okay. Когда ему нравится, он такой... Да, Винсент? Мычит. Очень вкусно. Ну, очень.